когда картошка вкуснее мяса. Друзья, пиццу больше не покупаю, это лучше, чем пицца. Этот рецепт быстрый, простой и очень вкусный. И продукты все простые найдутся в каждом доме или в ближайшем магазине. Первым делом натираем на крупной терке картошку. Для рецепта мне понадобится 4-6 средних картофелин. Готово, натерли картофель. Теперь берем большую миску и перекладываем натертую картошку в миску. Сегодня мы с вами готовим очень вкусную картофельную пиццу. Обязательно сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями и, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые вкусные рецепты. Заливаем картошку холодной водой и хорошо промываем ее от крахмала. Ставим разогреваться сковородку с растительным маслом и нарезаем мелко одну репчатую луковицу. Можно вместо репчатого лука взять красную луковицу. Она не только красиво смотрится, но красный лук также очень полезен. Ну и придаст нам красивый яркий цвет нашей пиццы. Отправляю лук на разогретую сковородку. И обжариваю буквально пару минут до мягкости. Пока жарится лук, время не теряем. Натрем на терке одну морковку. Отправляем тертую морковь к луку и приправляем по вкусу солью и черным молотым перцем. Готовим овощи на среднем огне и периодически помешиваем, чтобы они не подгорели. А пока обжариваются овощи, вернемся к картошке. Слейте воду с картошки или переложите ее в другую миску при помощи дуршлака или шумовки. Можно картошку дополнительно отжать, главное, чтобы в ней не было слишком много лишней влаги. Снимаем наши лук с морковкой, обжаренные с огня, и добавляем в миску к картофелю. Очень вкусная пицца получается, друзья, из самых доступных продуктов. Теперь нарезаем мелко небольшой пучок зеленого лука. Вместо зеленого лука вы можете взять петрушку или укроп. И добавляем зелень в миску к картофелю. Приправляем по вкусу солью. И все хорошо перемешиваем. Друзья, я буду очень рада, если вы поделитесь в комментариях и напишите, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с каждым из вас. Теперь беру миску и разбиваю в миску 2 яйца. Приправляю щепоткой соли и вливаем полстакана кефира или питьевого йогурта, натурального без сахара, конечно, где-то около 100 мл. Все хорошо перемешаем до однородности. Теперь добавляем к яйцу с кефиром муку, где-то около 6 столовых ложек, может быть 4-6 столовых ложек с большой горкой. Муку будете добавлять постепенно по консистенции, добавьте сначала половину, перемешайте и посмотрите, чтобы консистенция была примерно вот такая. Если понадобится еще чуть-чуть муки, то, конечно же, добавьте. И выливаем тесто на картошку. Добавляем щепотку итальянских трав, вы можете заменить любой сушеной зеленью. И еще раз все хорошо перемешиваем, так чтобы все ингредиенты объединились и тесто стало достаточно однородным. Противень застилаем пергаментом, чтобы наша пицца не прилипла, и смазываем дополнительно растительным маслом, опять же, для того, чтобы пиццу легко было извлечь из формы, из нашего противня. Выкладываем тесто. И равномерно распределяем тесто по противню.
Духовку я уже поставила разогреваться. Нагреваем духовку до температуры 180 градусов. Разровняли тесто, отправляем в духовку. Наша пицца будет запекаться где-то 20-25 минут. Теперь берем один болгарский перец и нарезаем его кольцами. Только посмотрите, какой красивый, шикарный зеленый цвет этого перца. Просто изумруд. Также мне понадобится 1 или 2 помидора. Нарезаем помидор тоненькими ломтиками. Наша пицца все еще в духовке, скоро она уже будет готова. И пока духовка работает, делает свое дело, мы натираем на терке небольшой кусочек любого сыра, который хорошо плавится. Достаем пиццу из духовки и посыпаем сверху ее сыром. Количество сыра по вашему желанию. Можно совсем чуть-чуть присыпать, можно побольше, как говорится, кашу маслом не испортишь. Сверху на пиццу выкладываем ломтики помидоров. Уже выглядит очень аппетитно. А сверху на ломтики помидоров кладем колечки зеленого перца. Только посмотрите, друзья, наша пицца выглядит, на мой взгляд, просто фантастически красиво. Сверху по вкусу присыпаем немножечко помидоры солью. И еще немножко сыра совсем не помешает. Наша духовка горячая. Отправляем еще буквально на 10 минут, чтобы сыр расплавился. И только посмотрите, друзья, наша пицца уже готова. Это просто нереально красиво и необыкновенно вкусно. Разрезаем пиццу на порционные кусочки и зовем скорее всю семью за стол. Не стесняйтесь ставить лайки, писать комментарии, делиться этим рецептом с вашими друзьями и, конечно, подписывайтесь на канал «Готовим дома». Я рада каждому из вас. Давайте попробуем кусочек и посмотрим, какая картофельная пицца получилась у нас внутри. Только посмотрите, я думаю, эта пицца выглядит гораздо круче, чем любая магазинная пицца. Она очень полезная, очень вкусная. Здесь практически совсем мало муки, нет теста дрожжевого, которое не всеми легко усваивается и переваривается. А вот такая вот картофельная основа, много овощей. Только посмотрите. Вкуснятина необыкновенная, это лучше, чем пицца. Приятного аппетита, друзья, и скоро увидимся!